Okay. Thank you for coming back quickly. Спасибо, что быстро вернулись. I'm going to try to keep us on time so you can leave at the time we discussed. И изо всех сил постараюсь придерживаться нашего рабочего графика, чтобы мы вышли ровно в то время, которое запланировали по расписанию. Okay, I'm going to do a quick summary and then I'm going to get into my favorite part of the presentation, which is to tell you stories. Мы сейчас вкратце суммируем все, что мы до этого сказали, и потом перейдем к самой любимой моей части – это истории. And we've been getting into the theory and the practice, and I want to translate it back to individuals who have actually gone to work. Мы говорили про теорию, говорили про практику, но теперь давайте мы все это вернем именно вот в личностные аспекты и поговорим именно о людях, которые сумели добиться успеха. So the summary on discovery, once again, it's really about trying to identify employment themes that make sense for individual job seekers. И вот говоря о процессе исследования возможностей человека и его перспектив, самое главное – это найти необходимые вопросы, найти необходимые темы, которые ему могут быть интересны. Most of the experts who do training in this area of discovery recommend that you look at more than one theme. It could be two, it could be three themes that emerge through this discovery research that you're doing. Эксперты, которые обучают людей заниматься поиском карьерных перспектив для людей с инвалидностью, обычно говорят о том, что не нужно ограничиваться одной темой. Попробуйте взять несколько тем, потому что человек может интересоваться целым спектром различных вещей. Of course, once again, it's about engaging the job seeker, the person who has a disability. Во-первых, естественно, для этого нужно вовлечь в процесс самого соискателя. It's about engaging others that know the individual very well. Вовлечь всех тех людей, которые хорошо с ним знакомы. Could be teachers, family members, neighbors, others. Могут быть его учителя, соседи, друзья, кто-нибудь еще. It's about looking at the very unique interests that individuals have, as well as skills and talents and strengths that could be potentially marketed to business. Нужно посмотреть на его увлечения, на его уникальные навыки, знания, умения, которые могут быть потенциально интересны работодателям. We know that a lot of people with disabilities don't have a lot of work experience, so it's also looking at hobbies, leisure activities, other things that people do. Мы понимаем, что у многих соискателей с инвалидностью может не быть опыта работы, поэтому важно посмотреть на их увлечения, на то, чем они занимаются в свободное время. It's about exploring a full range of possibilities. Once again, looking at the video I showed you, Nathan working at Menards would never have made sense without discovery. И надо рассматривать все возможности, которые, в принципе, можно придумать. Потому что, опять же, возвращаясь к истории Натана, до того, как мы начали с ним работать, до того, как мы начали с ним искать эти возможности, раскрывать перспективы, мы не могли себе представить такого рабочего места, как у него сейчас есть. It was an outlying idea, but one that was pursued. И как раз тут в том-то и смысл, что вот кто ищет, тот найдет. Okay, I'm going to move us to the next one. The next point that I have tried to make is that we want to go where the themes make sense. И следуя за темами, которые мы обнаруживаем, мы идем уже и смотрим более конкретно на те возможности, которые перед нами открываются. So the question that we're trying to answer is, where do the themes lead us? Who should we be talking to? Мы задаем себе вопрос, куда эта тема нас ведет, с кем нам стоит поговорить. What companies need or can benefit from the individual's skills and talents? У человека есть такой-то талант, такой-то навык, такое-то умение. Какой компании, какому работодателю это может быть полезно? And then we develop a list of businesses that we want to contact. И мы разрабатываем список работодателей, с которыми нам следует поговорить. The purpose of the list is not to go and ask for a job necessarily. It might be to set up informational interviews. И суть составления этого списка заключается не в том, чтобы просто обращаться к ним по порядку и просить их предоставить нам рабочее место, а в том, чтобы организовать информационные интервью и собрать у них информацию. It's about going into a business and examining what possibilities exist for the job seeker. Вникнуть в специфику
каждого предприятия и понять, какие возможности они могут предлагать нашим соискателям. Some of it's questioning the employer, some of it's observing the work activity, the workflow on a tour. Это может в себя включать как просто разговор с самим работодателем, так и экскурсию по предприятию и изучение процесса работы вот так вот прямо в поле. Who do we know that have contacts at some of these businesses? Надо подумать, а кого мы знаем, кто нас может связать с владельцами тех или иных компаний? My next slide I'm going to show you will look at what I'll call social capital. It's who we know. It's who we know. Как раз следующий слайд нам покажет, что самый главный ключ ко всему – это люди, которых мы знаем, наши знакомые. And again, the end of discovery might lead to searching for a job in a traditional way, but very often for people with more significant disabilities, it's going to mean looking at proposing an employment arrangement that maybe doesn't exist currently. И мы видим, что мы можем как предложить соискателю более традиционный вариант трудоустройства, либо, если у человека имеется более серьезная, более тяжелая инвалидность, то мы можем предложить работодателю придумать какую-то такую форму, которая еще, может быть, еще не существует. And let's not forget that self-employment is a possibility. Ну и также самозанятость тоже имеет место быть, это тоже вариант. So as we begin to think about possibilities for people and thinking about businesses, I think sometimes we don't really think fully about the connections that we all have. I don't know how many people are in the room here, but you all know people. Когда мы думаем с вами о том, какие возможности перед нами открываются, и о том, какие компании могут нам быть полезны, мы очень часто забываем об одном очень мощном инструменте. Это наши знакомые. Нас сейчас в аудитории здесь довольно много, и у каждого из вас есть знакомые. We have enormous social capital that's untapped. У нас есть огромный социальный ресурс, который мы иногда не используем. So think about it. We have family, friends, and acquaintances and people of the job seeker. Есть семья, друзья соискателя и их знакомых. Your colleagues Есть ваши коллеги, and people they know. и у них тоже есть свои знакомые. People you know. Есть люди, которых вы знаете. Business connections you already have. У вас And people they know. могут быть уже какие-то деловые партнеры, и у них есть свои знакомые. Your neighbors, your community members. Соседи, люди, которые живут рядом с вами. So we need to begin thinking about how to use our networks more effectively. У каждого из нас есть целая сеть знакомств, мы должны эти способы использовать ее более эффективно. And remember, there is a hierarchy in the ask. Имеется определенная иерархия in the Ask in the inquiry. Да, мы обращаемся к людям в определенном порядке. Let me explain. Давайте объясним сейчас. You could ask an employer to hire someone, Вы можете обратиться к работодателю напрямую, попросить его принять кого-то на работу. but you could ask an employer to set up an informational interview. Либо вы можете обратиться к работодателю и предложить ему назначить информационное интервью. An informational interview takes a little bit of time, but it's really not it's not putting an obligation on the business. Информационное интервью, конечно, требует какого-то времени, но с другой стороны, оно ни к чему не обязывает работодателя. You could set up work-based learning or a job tryout. Those are temporary. Those are not necessarily going to lead to a hire, but they could. Hopefully they will. Можно предложить работодателю организовать стажировку или принять кого-то на испытательный срок, потому что это также ни к чему работодателя не обязывает, но это открывает какие-то возможности. It's about engaging employers and getting them involved. Вы можете просто вовлечь работодателей и перебросить мяч на их сторону, дать им слово. Okay, I want to get into some fun stories. Ну и теперь давайте расскажем о нескольких историях. This is a young man, his name is Ryan. Есть молодой человек по имени Райан. And here's the interesting story about him. И есть интересная история о нем. I was speaking to a group of family members, much like Anatoly,
and they were sitting in the audience, and I was talking about customized employment. Я разговаривала с его семьей, ну, так же, как я разговаривала с вами, рассказывала им о том, что такое трудоустройство с учетом индивидуальных особенностей. At the end of my session, much like Olga, Mom came to see me at the end of the session, and she said, I loved everything you're talking about, but nobody does this in my community. И после того, как я им все рассказала, точно так же, как Ольга ко мне обратилась мама Райана и сказала, что это все, конечно, очень здорово, но у нас, вот, где я живу, никто так делать не будет. She told me about her son. Her son was living at home with her, following leaving school. Да. Ее сын жил с ней после того, как он окончил школу. As a young man with autism, he was made fun of in school. He was bullied. У него аутизм, и в школе он подвергался насмешкам со стороны своих одноклассников. When he graduated from school, he was referred to a sheltered workshop, a place where people with disabilities work. И после окончания школы ему предложили присоединиться к работе в мастерской для людей с инвалидностью. He hated the job. Но ему это совершенно не понравилось. He hated going there. Ему там совершенно не понравилось, он не хотел туда ходить. His mom decided, and he decided, that it was best that he leave. So he was now living at home with mom, doing nothing. И он сам и его мама решили, что, наверное, ему туда ходить больше не стоит, раз ему не нравится. И получилось так, что он жил с мамой дома и, в принципе, ничем не занимался. The agency that was supporting him, they had a different why. А агентство, которое с ним работало, имело свой ответ на вопрос «почему?». He wasn't eligible for job placement services because he wasn't a good candidate. Он не был хорошим кандидатом на работу с точки зрения традиционной и не был для них особо привлекательным. He needed to be in the sheltered workshop working on jobs with people like himself. То есть с их точки зрения его место было вот в этой мастерской, где он бы занимался каким-то простым трудом вместе с людьми такими же, как он сам. So mom comes to visit with me and said, well, what do I do? И в общем, его мама обратилась ко мне и спросила, так а что мы можем сделать? I told her, take control. И я сказала ей, возьмите все в свои руки. Who knows your son better than you do? Кто знает вашего сына лучше, чем вы сами? I should add that Ryan, her son, was involved in a special program where she had control of the money, the resources to support him. Очень важно также сказать, что Райан принимал участие в программе, где именно она, его мама, отвечала за распределение финансирования. То есть в ее руках были определенные деньги. After meeting with her, she decided to hire someone to do a discovery process with Ryan. В общем, после разговора со мной она решила нанять специалиста, который бы изучил возможные карьерные перспективы ее сына Райана. So I'll cut the story down a little bit. I mean, he went through the discovery process, and once again, they're looking for themes. His theme was aeronautics. И не будем подробно там останавливаться. В общем, Райан прошел через весь процесс изучения его возможностей, навыков, интересов и так далее, и нашли для него тему. Его основная тема была авиация. Ryan loved airplanes. Он обожал самолеты. He knew everything about sizes of airplanes, the airports. Он очень хорошо знал самолеты, знал, какого они размера, знал, как устроены аэропорты. He had a computer, so he did a lot of work researching and just loved learning about airplanes. У него был компьютер, и он с удовольствием искал информацию и читал все про самолеты. What happens when you go on your computer and you start searching for things? А скажите, что происходит, когда вы в своем поисковике на компьютере начинаете вбивать какие-нибудь вещи, что-нибудь искать? Your computer knows who you are, don't they? Ваш компьютер узнает, кто вы и чем вы интересуетесь, да? Computers are part of the discovery process. И вот компьютер, он тоже часть этого процесса по открытию карьерных перспектив. They start to unearth who you are. They know what you like. Потому что компьютер, он очень легко изучает все ваши интересы, и он знает, кто вы такой и что вам надо. So Ryan finishes his discovery, and they develop
his vocational profile, and it implies that he would love to find some kind of work with planes. В общем, по окончанию этого процесса был сформирован рабочий профиль Райана, и там было видно, что Райану больше всего подойдет работа, которая тем или иным образом была бы связана с самолетами и авиацией. So Ryan gets a notice that one of the airlines is holding a job fair. И вот Райан узнал, что, оказывается, одна из авиалиний проводит ярмарку вакансий. So Mom drives Ryan to the job fair, which was held at the Minneapolis-St. Paul Airport. И мама взяла Райана на ярмарку вакансий, которая проходила в аэропорту Миннеаполиса. They live in a rural area, so they had to drive 50 miles to get there. Они живут за городом, им 50 миль пришлось проехать на машине. Ryan begins to talk to people. It was called Sun Country Airlines. Название авиалинии Sun Country, вот видно там на самолете. И прибыв на ярмарку вакансий, Райан начал общаться с людьми. Ryan was hired on the spot. И его тут же взяли на работу. The recruiter was blown away by his knowledge. He knew all about the airport. He knew what kind of planes they were, and he was so enthusiastic about planes. They said, we're going to have to find a job for this young man. Работодатель, когда увидел, насколько Райан здорово разбирается в самолетах, в устройстве, аэропорта, он просто обалдел. И он, естественно, такого кандидата сразу оторвал с руками практически. He was put on a team that would prepare the planes for takeoff. Сначала его приняли в команду, которая должна была готовить самолеты к взлету. You know, when you get off the plane and you leave all the stuff on the plane, he was taking off all the trash, bringing in supplies, cleaning the plane and getting it ready for takeoff. Он входил в состав группы, которая после того, как самолет приземляется, выгребает весь мусор, там все забытые предметы, чистит салон, в общем, готовит самолет к следующему рейсу. Remember, Ryan lived 50 miles from the airport. Вы помните, что он живет в 50 милях от аэропорта, да? Ryan had to move. Ему пришлось переехать. Become more Ryan absolutely loves his job. И Райан обожает свою работу. Absolutely loved his job. And he was connecting very well with his coworkers. They had a common interest. They all loved working at the airport in planes. И он очень легко нашел общий язык со своими коллегами, потому что у них был один самый главный общий интерес. Это все были люди, которые обожают авиацию. So it really was, it's a wonderful success story, and he was doing a job that he loved. It was there's no way in the world Mom sitting at home was going to say, well, let's go apply for a job with Sun Country Airlines. It happened because of the discovery process and the practice of looking at his interests, his unique skills. И это удивительная история успеха, удивительная в первую очередь вот почему. Невозможно себе представить, что просто в один прекрасный день его мама сказала: слушай, пойдем, давай твое резюме подадим в Sun Country Airlines. Это было бы совершенно невозможно. Но если бы, благодаря тому, что Райан прошел через процесс изучения его карьерных перспектив, благодаря тому, что все его интересы, его навыки, его знания, они были тщательно изучены, нашли бы его темы, благодаря этому он нашел свое место в жизни. So part of the fun story is that now Mom is a big champion of customized employment. И что интересно особенно, что теперь его мама просто чемпион в области трудоустройства с учетом индивидуальных особенностей. She joins our presentations in the future. И в будущем она будет вместе с нами делать презентации на эту тему. And she's saying to parents, I was sitting in your chair, И она теперь not говорит believing. другим родителям: знаете, а я ведь была на вашем месте, я точно так же сидела и никому не верила. This can work Вот как раз это очень даже if we're intentional. Если вы хотите, вы этого обязательно добьетесь. So the story gets even better. I called Mom. I hadn't talked with her in a couple of years, 2 years. И история продолжается. Я с этой мамой не разговаривала года 2, наверное. I was going to be making another presentation, and I didn't think I wanted to get permission to tell this story. So I sent her an email, said I'd like to talk to you. Я собирался делать презентацию, но чтобы рассказать историю ее сына, я подумала, что, наверное, стоит получить ее разрешение. И я связался с ней и попросил встретиться. I had retired from the job that I was in and lost contact with her.
But she said, I've been wanting to talk to you. There's more to this story. И с тех пор, как я перешел с одной должности на другую, я с ней долго не общался, и она ответила, сказала, что да, я тоже очень хочу встретиться, мне столько всего хочется рассказать. So what happened is, Sun Country Airlines got sold. И что случилось? Авиалинии Sun Country Airlines были проданы, And all of the people doing the work that Ryan was doing were laid off. и, соответственно, все люди, которые выполняли ту работу, которую делал Райан, были уволены. He had lost this prized job that he loved. Он потерял свою любимую работу. But the story gets better. Но видите, все делается к лучшему. They sent his resume out to other airlines, Они отправили его резюме в другие авиалинии, and he gets a call to come in for an interview. и его позвали на собеседование. So he goes in for the interview, and once again, they're just amazed at his knowledge. And he had an excellent work history, good references. He didn't lose the job because of performance. He lost the job because of a restructuring. Он пришел на собеседование, рассказал все, что он знает, показал себя с лучшей стороны, и они опять все обалдели. Потому что он потерял работу не потому, что он делал что-то не так, а потому что компания просто больше не существует. So the way the story works from here is that they hire Ryan, but they say, but we're going to have to train you to do this new work. And he said, well, what new work? So we're going to train you to be a ticket agent. He was cleaning planes, and now they're looking at the possibility of us being a ticket agent. И по окончании собеседования работодатель ему говорит, но для того, чтобы вы смогли выполнять свою новую работу, вам придется пройти обучение. Обучение, новая работа, а что я буду делать? Вы можете быть агентом по продаже билетов. Ну, представляете, он до этого убирал самолеты, а теперь ему предлагают совершенно другую работу, продавать билеты. А у него аутизм, да? And he has autism, right? Yes. Да, у него аутизм. Well, it gets better. Но ему So they sent him, есть прогресс. they sent him to Seattle, Washington for training. Его отправили в Сиэтл, штат Вашингтон, для прохождения этого обучения. Several days of training, and one of the trainers called him up and wanted to speak to him privately. Курс длился несколько дней, и, в общем, пока он там находился, один из преподавателей подозвал и сказал, подойди, мне нужно с тобой поговорить. And the trainer asked him, said, do you have some learning issues, some learning challenges that you need help with? И он спросил, я слышал, что у тебя вроде какие-то проблемы с обучаемостью, да, мне говорили, у тебя какие-то трудности могут быть, тебе, может, помощь нужна? He said, yes. Он говорит, да. And they said, why didn't you tell us? Это почему вы нам сразу не сказали? They brought in a tutor to work with him while he was out there. Ему привели тьютера, который с ним должен был работать, пока он проходит обучение. In order to do this job, he had to pass the test. И для того, чтобы получить работу, он должен был пройти тест. He was with a cohort of people that were training to be ticket agents. Вместе с ним этот тест проходила целая орда других кандидатов, которые тоже боролись за должность агента по продаже билетов. They told the company, the cohort told the company, we're not going home until he passes the test. We're not going home to Minneapolis until he passes the test. И все сказали, что мы домой не уедем, пока мы не увидим, как он сдал этот экзамен. He passed the test. Он сдал. He's now working as a ticket agent for Alaska Airlines. И работает агентом по продаже билетов в авиалиниях Аляски. But here's the fun piece of it. Но вот знаете, что самое забавное? His supervisor, he works late hours, and because it's late hours, the employees are expected to do diverse work, like not just taking care of the tickets, but helping to clean the plane. Он работает в позднюю смену, в позднее время, и так как время уже позднее, очень часто сотрудников просят не только заниматься своими прямыми обязанностями, да, продавать билеты, а еще и приходится делать дополнительные вещи, как, например, и убирать самолет. Other ticket agents don't want to go in and clean planes, and they just want to deal with the tickets. Well, Ryan was doing that part in his last job. So he said, sure, I'll do that. That's not a problem. Ну, вы понимаете,
понимаете, что обычный агент по продаже билетов, конечно, не будет хотеть идти выбирать самолет, это не входит в прямые обязанности, ему это вряд ли понравится. А Райан как раз этим же занимался на своем предыдущем рабочем месте. И когда ему предложили, он сказал: да, конечно, с удовольствием. So the supervisor said, I wish I could clone him. We need more Ryans. И начальник его сказал: жалко, что клонировать нельзя, нам бы таких Райанов побольше у нас в палестинских авиалиниях. But the thing I wanted to point out about Ryan's story, when I was in a presentation like this and she was with me, she was giving me credit for Ryan going to work. And I said, Mom, you're the one that made the difference. И знаете, что тоже забавно во всем в этом? То, что когда мы вместе с мамой Райана делали презентацию и рассказывали об его успехах, она благодарила меня за то, что Райан прошел через все это и за то, что он нашел свое место. Но я сказала ей: мамочка, тут как бы не во мне дело, это вы все сделали сами, это вы изменили всю ситуацию. I opened the door, but they went through it together. Я открыл вам дверь, но вы через нее прошли. So Ryan is doing great. And by the way, his story is written in this publication. У Райана сейчас дела просто потрясающие. И, кстати, вот в той книге, про которую я говорил, его история тоже есть. This next lady, this is another fun story. A young lady named Susie. А вот еще одна интересная история у молодой девушки по имени Сьюзи. Susie has Down syndrome. У Сьюзи синдром Дауна. And I am consulting with the agency that is working with her. И я был консультантом того агентства, которое работало с ней. Following, she was a transition student who had the opportunity to work at a hotel. Она была как раз вот таким студентом на этапе перехода, и ей предложили поработать в гостинице. And she was trained to be a hostess at the Hampton Inn. Ее учили быть хостес в отеле. So she was the breakfast hostess for the guests and would help them go to their seats. То есть она встречала гостей в ресторане, предлагала им пройти в ресторан, позавтракать, провожала их к столикам. Apparently she was so good at the work that was developed on her behalf that she received, I don't know if you can see the award, it's called the Head of the House Award. It was a national award. И я не знаю, насколько вам хорошо видно, что написано у нее на сертификате, но она настолько хорошо выполняла свои обязанности, что она получила эту награду. Награда Head of the House, глава дома, это награда национального масштаба. She lives in a rural area called Fairmont, Minnesota. Она живет за городом в небольшом поселке, который называется Fairmont, в штате Миннесота. And her dad is a farmer. Ее папа фермер. So Susie not only is an award-winning hostess at the Hampton Inn, but could I get you to... She started her own business. Но мало того, что Сьюзи работала хостес в гостинице, она еще открыла собственное дело. Apparently they were at a county fair or a rural fair, and she learned that there were some corn nuts that someone was making and packaging, and she said, why don't we do this to our mom and dad? And they launched she launched a business with the support of the family. Она побывала на какой-то ярмарке, где она попробовала какие-то хрустящие шарики из кукурузы. И ей они очень понравились, и она сказала маме и папе: а почему мы не будем, почему мы не можем делать такие же? И они стали готовить такие же. И они открыли свое дело, они готовят эти кукурузные шарики, упаковывают их и продают. And looking for, let's see, over in here. There are the corn nuts. Вот они. Да, вот посмотрите, Pass them пожалуйста. around. Да, передайте, That's a покажите. sampler. It's a small sampler. Это просто образец, маленькая упаковочка, то есть они разные могут быть. And by the way, the hotel does use the corn nuts as a treat for their guests. И, кстати, в гостинице, в которой она работает сейчас, этими кукурузными шариками угощают всех гостей. Это потому, что у нее папа фермер, они сами выращивают эту кукурузу? Все
Since her father is a farmer, they grow this corn themselves, Yes. right? And they process it. Семейный Yes. бизнес. То есть like a family business. Yes. Да. Yes, but she goes out and speaks to businesses about her business, her work. Но она и другим предприятиям она представляет свое дело, она рассказывает людям о том, чем они занимаются. And when I was down there, I asked, well, are you going and speaking with organizations that serve people with disabilities? I said, no, I'm out talking to employers, and she's trying to market her product with employers. И когда я спрашивала ее, разговариваешь ли ты с агентствами, которые предлагают работу людям с инвалидностью, она говорит, нет, я вот бизнесом занимаюсь, у меня вот тут предприятие. Anna, does this look familiar? Это лицо знакомо вам, Анна? Да. When Anna was visiting us in Minnesota, we did take her out to visit. This is Jessica. Когда Анна Валерьевна была в Миннесоте, мы ее взяли, мы представили ее Джессике. Jessica has an intellectual disability. У Джессики умственная отсталость. And she has other disabilities as well. И помимо этого у нее есть другие виды инвалидности. Once again, she was a high school student that had a strong interest in animals. В тот момент она училась в школе, и она обожала животных. She had a dog, and when her mom and dad bought the dog, it kind of brought her out of her shell. У нее была собака, которую ей подарили мама с папой. И когда у нее эта собака появилась, она практически заново родилась. And the way her story goes is that the school that was working with her helped her get a couple of jobs as part of her work-based learning. И школа, где она училась, помогла ей найти несколько рабочих мест, где она могла обучаться прямо в процессе. So the training was to learn dog grooming. То есть она должна была научиться стрижке собак. The problem that she had is, she was great at doing the work, but she was not very fast. Она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Единственное, что она работала не очень быстро. So she got laid off from a couple of jobs because she couldn't meet the demand for the number of dogs that needed to be groomed. И несколько раз она теряла работу именно из-за того, что она не успевала постричь столько собак, сколько нужно сделать за день. After losing a couple of jobs, people wondered whether it was the wrong career field for her. И после того, как это случилось с ней, мы начали интересоваться, может быть, все-таки неправильное мы для нее место подобрали. Once again, this was her theme, this was her love. Но с другой стороны, тема-то была ее, она же обожала собак. So she didn't want to give it up and go into a workshop or some other field of work. И она не хотела это бросать, она не хотела идти в мастерскую, не хотела искать что-то еще. It was decided that she would go to a local vocational training school. И мы решили, что она может обратиться в местное профессиональное училище. She struggled academically, but she was able to get certification as a dog groomer. И хотя академические предметы ей давались довольно тяжело, она, тем не менее, получила сертификат парикмахера для собак. But they learned from the, sometimes people say that people with disabilities, if they lose a job, it's a failure. Sometimes it's a learning experience. You learn. И несмотря на то, что часто мы слышим, что если человек с инвалидностью потерял работу, то это значит, что он не справился. На самом деле это этого не значит. Он просто получил опыт. The large dog grooming businesses were not the right environment for her. Просто крупные компании, которые предлагают услуги по стрижке собак, это было не для нее. So the employment consultant decided to focus on small neighborhood dog grooming shops. И тогда ее консультант по занятости предложил ей обратиться к маленьким каким-то районным парикмахерским для собак, где не будет такого большого потока. What I love about this story is that it shows how people thrive sometimes when they're in a crisis. И эта история очень хороший пример того, как люди умеют бороться, когда они оказываются в трудной ситуации. Jessica was working in a small business that was very supportive of her
Джессика работала в маленькой компании, которая ей очень помогала, оказывала ей большую поддержку. They were willing to customize the work, and they were willing to accommodate her. Они были готовы создать ей условия, и они были готовы ей помогать. Like in Ryan's case, life happens. Ну и как и в случае с Райаном, все к лучшему. The business got sold. Этот бизнес тоже продали. And when the business got sold, it was to someone who really was not a very good business person. И продали его человеку, который был не особенно хорошим бизнесменом. After taking ownership, after a while, the owner stopped showing up for work. То есть какое-то время спустя сам хозяин этого бизнеса просто перестал появляться на рабочем месте. So Jessica's at this small shop saying, "What should I do?" И Джессика, приходя на работу, оказываясь одна, спрашивала, а что мне делать? Her employment consultant told her to just keep doing your work and do the best you can, and we'll try to figure out what's going on. Но ее консультант сказал, не беспокойся, просто продолжай делать то, что делала, а мы выясним, что там происходит. Jessica was not only grooming dogs, now she's scheduling appointments. И, в общем, Джессика сейчас не только занимается стрижкой, она сейчас ведет расписание клиентов. She's ordering supplies. Она занимается поставками всех расходных материалов в ее эту маленькую парикмахерскую. Her family stepped up and they started helping her deal with the business financing. Ее семья также вступила в дело, помогают ей заниматься финансовой стороной. And what ended up happening is that Jessica's family purchased the pet shop. И закончилось, в общем, все тем, что ее семья выкупила бизнес. So they bought the shop and Jessica runs it. В общем, теперь Джессика сама управляет этой парикмахерской. And I know when you were there, Anna, you saw some of the accommodations that were made in the back room. I mean, she can't measure, which chemicals go where, and everything's color-coded and marked so that she knows how to mix, the things that she needs to do. И вы видели, что у нее там в служебном помещении, у нее все приспособлено, все помечено цветами, чтобы она могла рассчитывать, что ей нужно, сколько чего ей нужно, и выполнять все, что необходимо для ее повседневных рабочих обязанностей. So here we're talking about somebody who is failing to do the job in a large company, and now she's running a business and doing dog grooming. То есть мы видим, что эта девушка сначала вроде как не справлялась со своей работой, когда она работала в крупной компании, но сейчас она сама управляет бизнесом, когда он оказался меньшего размера. And the exciting end point in the story is that the business is doing so well, she had to hire somebody else to help. Ну и так, чтобы закончить эту историю еще на более позитивной ноте, сейчас ее бизнес развивается настолько хорошо, что ей пришлось нанять на работу сотрудника. And it's not like they haven't had issues to deal with. They had to move. The building that they were in got sold, and they had to move the business and figure out how to keep customer loyalty. Им пришлось менять помещение, потому что здание, в котором они находились, было продано. Им пришлось переезжать в другое место, заботиться о том, чтобы не потерять своих клиентов и так далее, но они все это делали. The other fun part about the story is that Jessica's confidence, she's starting to meet people. This young lady that was so shy came out of her shell and was much more social. She met a young man and they got married. И что самое главное, с этим профессиональным успехом ее уверенность в себе возросла. Она была очень застенчивой, она очень стеснялась себя, но сейчас, когда у нее появился свой бизнес, она стала к себе по-другому относиться. Она вышла из этого кокона, она начала общаться с людьми, встретила молодого человека, и они поженились. And let me show you her employment consultant who went to the wedding. И давайте я вам покажу ее консультанта, который пришел к ней на свадьбу. That's my daughter, Kelly. Это моя дочь Келли. My daughter is an employment consultant at Kaposia. То есть она теперь работает в Капоже, она работает консультантом по трудоустройству. So I'm proud of my daughter. She does good work. И я очень ей горжусь, потому что у нее очень хорошо получается. Okay, the point, we're getting close to the end here, and I just wanted to amplify on a couple of points with you. I want you to understand that everything I've been talking about today, we're not talking about charity. И я хочу еще раз все так суммировать, потому что мы приближаемся уже к концу презентации.
Все то, о чем мы говорили с вами ранее, это не благотворительность. As the slide says, employers don't really care about hiring people with disabilities. They want to hire people with skills and strengths to get a job done. Работодатель не принимает на работу человека с инвалидностью, он принимает на работу его навыки, его умения, его знания, которые помогают ему решить его нынешние задачи. And strategies can be used so that employers will get a job done if customized employment is considered. И существуют специальные стратегии, которые можно применить для того, чтобы работодатель мог найти решение своим нынешним проблемам с помощью соискателей, имеющих инвалидность, с помощью трудоустройства с учетом индивидуальных особенностей. Okay, these are my lessons learned doing this work. И вот теперь давайте посмотрим, какие выводы я лично вынес из всей этой работы. I know it's blasphemy for me to say this, but forget rehabilitation, customize. Самое главное, забудьте о том, что такое реабилитация, нам нужен индивидуальный подход. I have a degree in rehabilitation, so I think it gives me a license to say this. Хотя, конечно, наверное, я не тот человек, который должен об этом говорить, потому что у меня есть степень в области реабилитации, и, наверное, люди, которые мне выдавали этот диплом, могут быть очень недовольны, но тем не менее. I'm not saying that people can't grow or people can't change. What I am trying to say is that with the right supports, virtually anyone can thrive. Я не хочу сказать, что люди могут измениться, что люди могут вырасти. Я хочу сказать, что если человеку, которому нужна поддержка, эту поддержку дать, то он может бороться и он может трудиться. The next thing I've learned is that success is intentional, it's planned. Следующий вывод, который я для себя сделала, заключается в том, что любой успех невозможен без планирования и без целенаправленной работы. By focusing on discovery and focusing on the talents and gifts that individuals have, we can be much more precise in focusing our job development. И тщательно изучая интересы, навыки, возможности человека, мы можем с гораздо большей точностью определить то, какая работа этому человеку подходит. I hope by now I've communicated to you that I'm not talking about any job, I'm talking about the right job in the right company with the right support. И я сейчас говорю не о том, что человеку нужно найти хоть какую-нибудь работу. Я говорю о том, что человеку необходимо подобрать правильную работу, в правильной компании, в правильном окружении. What I've learned is that there's a job for virtually anyone that really wants to work. Для себя я сделала вывод о том, что найдется работа абсолютно для каждого человека, который действительно хочет работать. We can find it, Мы ее можем найти, we can create it. мы можем ее создать, If necessary, если we надо. will go out and create it. Если надо, мы ее пойдем и сами сделаем ее. Ultimately, it's not us who are supporting people with disabilities. Ultimately, it's businesses that decide if the contribution and the work that people do have economic value. Но в конечном итоге дело не в той поддержке даже, которую мы оказываем людям с инвалидностью, которые находят себе работу, потому что все равно в конечном итоге именно работодатель решает, приносит ли ему тот вклад, который этот человек делает в общее дело, приносит ли это ему какую-то экономическую выгоду. I've heard over the years, time and time again, Don, employers will never buy this. Очень много раз в своей практике я слышала, когда мне говорили: Дон, но работодатели на это не пойдут. Respectfully, you are wrong. Со всем уважением, ты не прав. Employers become the largest champions of customized and supported employment once they have experience with it. Работодатели, получив опыт работы с такими людьми, потом становятся просто чемпионами в области трудоустройства с учетом индивидуальных особенностей и продолжают делать с большим удовольствием. This program sells itself. Программа продает сама себя. Truly. Now, you need to have some illustrations and some examples, but once you get the skills to do this work and you begin to develop stories like this, if you were to talk to the supervisors of any of these people that I was sharing today, there would be superlatives about their performance. Потому что, конечно, вам нужны истории, вам нужны конкретные примеры. И тогда, когда вы несколько таких историй создадите,
вы поймете, насколько это эффективно и как это хорошо работает. Потому что если спросить начальников, вот всех вот этих вот ребят, о которых я вам рассказывал, они просто в восторге от того, как они выполняют свои обязанности. I hope this metaphor will translate, okay? Culture eats strategy for breakfast. Есть здесь такая интересная фраза, цитата, которая говорит, что культура съедает стратегию на завтрак. I've given you a morning here talking about strategy and methods and how the most important thing are relationships. Это означает вот что. Все утро мы с вами говорили о стратегии, о методах, о том, как делать, но на самом деле все решают отношения. I know that sometimes there are fears about people with disabilities being out in the workforce, you know, that they're being vulnerable. Иногда люди боятся, они боятся принимать на работу людей с инвалидностью, они боятся того, что они окажутся в их компании, да, среди остальных людей. I always, when I'm working with families, I would always assure them, we're talking about the right job in the right place. And we would want to make sure that the person was safe and they were surrounded by responsive coworkers, supervisors, and company leaders. Боятся сами семьи этих людей, потому что они боятся, что они могут оказаться очень уязвимы, оказавшись в такой рабочей среде. Работая с этими семьями, я им говорю, что мы говорим не о том, чтобы просто найти какую-нибудь работу, неважно какую. Мы ищем правильную работу в правильном месте, с правильным начальником, с правильными коллегами, чтобы среда была такая, чтобы этот человек чувствовал себя комфортно и безопасно. So if the work culture is toxic, or if it is not responsive, it's not the right job. Поэтому, если окружение на работе токсичное, то тут нам делать нечего. Then lastly, we know that customizing employment can work for people with disabilities. We just need to bring it to scale. И, наконец, теперь, когда мы с вами знаем, что трудоустройство с учетом индивидуальных особенностей это очень эффективно и оно действительно работает, нам только остается вывести его на всемирный масштаб. I wanted to leave some time for questions. Я хотела оставить немножечко времени на вопросы. I've thrown a lot at you. Я знаю, что я очень много информации вам сегодня дал. Jim, I don't know if you have anything you would... Может быть, Джим хочет что-нибудь добавить? Нет. Просто нет. Yes? Да. Дон, вы сейчас такие красочные показательные примеры для нас, вдохновляющие, продемонстрировали. И они все касаются того, что сейчас молодые люди самостоятельно работают без сопровождения. Но наверняка вот существует система поддержки и сопровождения на рабочем месте. Интересует вопрос, кто занимается подготовкой этих сопровождающих, откуда идет финансирование на них, как вообще происходит отбор этих кандидатов. So you gave us some really bright, colorful, very inspiring examples of young people working unassisted, without any support. But I would like to know more about supported employment when a person is supported continuously at the workplace. So I would like to know who are those people who are providing that support, who trains them, who selects them, where they come from, and where who finances their work as well. We have models of support that are like you're talking about, where job coaches or employment supervisors are supervising crews of people. So they do exist, and really the point of my presentation is we are trying to move away from those kinds of models. And the reason for that is that they are not very person-centered. We're dealing with groups. And it's very challenging to support a group of people who may have, with people that may have very different kinds of interests. But I acknowledge what you're saying, that we do in Minnesota have agencies that are doing supported employment differently. У нас есть такая практика, о которой вы говорите. Это означает, что некий такой рабочий супервайзер есть на рабочем месте, который следит за группой людей.
Но суть вообще всей моей презентации, которую я сделала, она заключается в том, что мы как раз от этой модели пытаемся отойти, потому что человек, который следит за работой целой группы, не может обеспечить такого личностного подхода. И я хотела сказать, что да, у нас в Миннесоте сейчас существуют агентства, которые подходят к вопросу сопровождаемого трудоустройства уже по-другому. Существует опыт индивидуального сопровождения? Do you have any experience of individual support when such a supervisor, we don't supervise a group of people, but a person with a disability working would have an individual support from a person? One-on-one? Один на один, Yes. да? Есть. Yes. Да, да. Yes. So who are those people how are they trained, financed, selected? Well, much like the people that are trained to do the work we've been discussing here. But some of the people, I don't know, Jim, if you want to jump in on this one. Jim serves individuals with pretty significant behavior issues. And sometimes people will require a one-on-one staffing ratio for a period of time. Now, generally, it's not indefinite, but our government does provide funding for those kinds of arrangements if they're warranted, but they're very rare. Тут, может быть, даже Джим захочет что-нибудь вставить, потому что он работает с людьми, у которых имеются довольно серьезные особенности поведения, и как раз ему часто приходится иметь дело с профессионалом, который именно один на один оказывает поддержку человеку в той или иной ситуации на протяжении какого-то периода времени. То есть он, как правило, имеет начало, имеет конец. То есть это не постоянно, да, в бесконечной такой перспективе. То есть да, такая практика есть, и наше государство финансирует такие виды поддержки. Ну вот об этом можно поговорить отдельно. So could you add, I want to make sure that I understand the question. So the person with a disability is employed, but this person needs continuous support from someone, so he cannot just work independently like those people that Tom's been talking about. So the person is providing support to this worker, right? So work continuously with them. How are they trained? Who trains them? Support staff? Yes, who supports the person with disability who found a job and works at a company. So this person is trained, right? Not be competent in doing this work. Who trains this person? How are these persons selected? Who finances the pays for their work? Okay, and you're talking about the support staff? Yes, yes. Okay, all right. In the United States, we have a lot of policy that directs how we deliver the supportive services to people with disabilities. В Америке существует множество нормативных актов, которые регулируют то, каким образом мы оказываем поддержку людям, имеющим инвалидность. And with that being said, in the state of Minnesota, there is specific policy, and Don alluded to that earlier, called Employment First. И помимо всего прочего, есть политика, про которую Дон уже говорил, называется «Занятость прежде всего». And like all great government projects, there's a lot of red tape. Bureaucracy. Но, конечно, несмотря на то, что сам проект по себе прекрасен, бюрократические проволочки присутствуют всегда. And so in the state of Minnesota, there are a lot of regulations that dictate the specific skills and training that support staff are supposed to receive. И в штате Миннесота имеются определенные нормативы по тем навыкам, да, компетенциям, по тем всем способностям, которые должны иметь люди, оказывающие поддержку людям с инвалидностью на рабочем месте. And along with that bureaucracy comes where the government says this is what you should train on. И особенно большие бюрократические трудности возникают тогда, когда правительство вам диктует, что вот этому надо обучать этих людей. But they don't tell you what to train. Но не говорят, как конкретно.
or how to train. Каким образом, они не говорят. So, the way support staff are hired and trained to do their jobs Этих людей нанимают на работу, их учат выполнять свои обязанности. is individual agencies will outline what is important for their staff to know based off of the type of services they're providing. Каждое отдельное агентство, которое занимается трудоустройством людей с инвалидностью, оно само определяет, какие компетенции, какие умения должны быть у вот этого поддерживающего персонала. Именно вот с точки зрения тех услуг, которые они оказывают. And regardless of the type of training or the type of organization, the way it typically works, И вне зависимости от конкретного типа работы, которую выполняет эта организация, обычно это работает следующим образом. is the agency will have a small group of experts, У агентства есть небольшая группа экспертов, doctors, behavioral psychologists, nurses, support behavior analysts, это могут быть врачи, психологи, медсестры, аналитики поведения и так далее, разные специалисты. and then that group of people develop the training for the support staff. И они разрабатывают программу обучения для вот этого поддерживающего персонала. And so, for example, like me, when I started working at Outcomes 27 years ago, И, например, я, когда 27 лет назад пришел на работу в организацию Outcomes, I had no experience, у меня опыта никакого не было, no education. образования тоже. I was new to the state of Minnesota, Я и в штате Миннесота был новеньким, moved there from Colorado, из Колорадо переехал. was looking for a part-time job while I was going to school, И пока я учился, я вот хотел найти себе какую-то работу на неполный рабочий день. I got hired at our children's group home, Сначала меня взяли в детское учреждение, and the rest is history. ну а дальше пошло-поехало. If I can add, Does that answer the question? Я ответила на ваш вопрос. but I want to add a little more information, Я бы хотела еще кое-что добавить. because the discovery process, if you recall, I talked about that we want to identify ideal conditions of employment. Помните, когда я говорила про процесс изучения карьерных перспектив, я говорила, что нам необходимо определить идеальные рабочие условия для того или иного человека. This is a complex subject because we have matters like ecological analysis, Это очень сложный вопрос, такой комплексный, потому что есть, с одной стороны, там, экологический анализ. some people don't perform well in busy places that have a lot of stimulus. Кому-то, допустим, тяжело работать в людном месте, где может быть множество различных отвлекающих факторов. For people to bring their best, they need to be in a situation that allows them to be their best. То есть для того, чтобы люди показали себя с лучшей стороны, они должны находиться в условиях, которые позволяют им это сделать. So we have to identify what does the individual need in terms of support. И таким же образом мы должны определить, каковы потребности конкретного человека с точки зрения вот этой поддержки, которую он должен получать от поддерживающего персонала. If the person has a hearing disability, hearing loss, or is deaf, their supports are going to look different than someone who has a behavior issue, but hears and has good physical functioning. То есть, например, поддержка для человека с расстройствами слуха будет совершенно иной, чем для человека с расстройством поведения, но при этом имеющего слух, зрение и так далее. So what I'm trying to say is there's no exact formula. То есть какой-то единой формулы нет. What do people need, and let's make sure that they have the support and the expertise they need to succeed. То есть мы смотрим, что нужно конкретному человеку, какая ему нужна поддержка, и, соответственно, поэтому какие знания и умения должны быть у человека, который эту поддержку оказывает, для того, чтобы это сделать правильным образом. It could be a behavior analyst. Это может быть аналитик поведения, It could например. be a technology engineer that
can help engineer the workstation so that it fits the person. Может быть, нужен какой-нибудь вообще технический специалист, который будет помогать на рабочем месте разобраться там, с теми средствами производства, да, с которыми ему приходится иметь дело. Probably the most important skill is creative problem solving. Но самый главный навык, который они должны иметь, это умение творчески подходить к решению проблем. To make sure that the employer is getting what he or she needs and the job seeker is getting what they need. Он должен уметь добиться того, чтобы и работодатель получил то, что он ищет, и чтобы соискатель тоже получил то, что ему нужно. My daughter Kelly authored the chapter on employment consultant knowledge and competencies, which is in this publication. Как раз вот в числе тех глав, которые есть у Анны Валерьевны, есть глава, написанная моей дочерью Келли, и она пишет о том, какие компетенции, какие знания должны быть у человека, который оказывает услуги по консультации в области трудоустройства. It lays out the knowledge and skills that are needed to do career planning, Она перечисляет все знания, все навыки, которые необходимы для планирования карьеры, discovery, для изучения карьерных перспектив, employment development, для развития занятости, and ongoing support. для дальнейшей поддержки работника. All that being said, we still have to look at each individual and we need to understand what makes that individual tick and what do they need to perform at their highest level. Но, тем не менее, все равно самое главное, мы должны каждого человека рассматривать как личность, мы должны смотреть на него индивидуально и смотреть, что именно ему нужно для того, чтобы он показал себя с самой лучшей стороны. One other thing I should add И is еще кое-что that добавлю. sometimes things like behavior problems are not, they don't manifest themselves in the same way when somebody's doing something they enjoy. Есть некоторые проблемы поведения, которые могут вообще не проявляться, если человек занимается тем, чем ему комфортно заниматься. People really rise to the level of, you know, their best self when they're doing something they love. Когда человек делает то, что ему действительно нравится, он просто превосходит сам все свои возможные ожидания. I don't know how many times over my career I heard someone say to me, I would have never believed this person could be out there working. За свою карьеру я столько раз слышала, когда мне говорят, боже мой, я бы не мог даже поверить, что этот человек будет работать так здорово. Вот вы говорили, социальная политика государства направлена на сообщество. Сообщество это, то есть занятость на первом месте, это для людей с инвалидностью, и это вообще в целом общество, потому что презентация была сообщества. Okay. Employment first policy. You said that it was a community-focused social policy. So is it only about people with disabilities, or is it about the community in general? Because as far as I can see from the presentation, it was for the entire community. It is for people with disabilities because it was written as a public policy that impacted the funders of disability services, and we were trying to change practice within the disability community. However, you're quite right. I like to back away and talk about universal design, making sure that communities and workforce are really treating everyone equally, and that people get what they need. If you recall the value proposition I shared, it didn't talk about people with disabilities, it talked about everyone. С одной стороны, эта политика она направлена на людей с инвалидностью, и она именно была разработана для того, чтобы именно подход к людям с инвалидностью был другой, для того, чтобы им помогали раскрывать их способности, для того, чтобы они могли находить работу. Но на самом-то деле политика все-таки нацелена на все сообщество, потому что, если вы помните слайд, где я говорила о ценностях, там сказано «каждый». Я как раз подчеркивала, что речь идет о каждом человеке, потому что для того, чтобы изменился подход к людям с инвалидностью, все сообщество должно быть в этом быть задействовано, и все сообщество должно это делать. Anatoly, we needed to have the policy to fund the practices that we needed to transform. Нам нужна политика, чтобы финансировать те практики, которые нам необходимо изменить. Jim talked about this yesterday. We have a lot of challenges, and we know that, but we need the resources directed in the right place. И Джим вчера говорил, что у нас очень много трудностей, и нам нужны ресурсы для того, чтобы все эти трудности преодолеть.
The other point is that it creates some accountability because now agencies need to address the policy. И кроме этого, еще эта политика, она создает какую-то определенную ответственность, что ли, потому что теперь все агентства должны действовать в рамках этой политики. And by the way, it brings us full circle on our discussion about the why. И, кстати, это снова замыкает круг, это снова приводит нас к вопросу, Because почему. it doesn't matter what you do or how you do it if your purpose is so broad that nobody can really, it doesn't clarify, that you're really pushing for greater community integration and inclusion. Потому что не важно, что вы делаете и как вы делаете, если ваша цель настолько широкая, если вы работаете для того, чтобы развить, в принципе, инклюзию в обществе, да, для того, чтобы научить общество принимать людей с инвалидностью. Не только с инвалидностью. It's not only about people with disability. It's not only about accepting people with disability. But I never said it was easy. Но я никогда не говорил, что будет просто. If it was easy, we wouldn't have the gap in the employment. Знаете, если бы было все так просто, то у нас не было бы вот такой большой разницы в уровне трудоустройства между людьми с инвалидностью и без инвалидности. We need more people trained, though, your point. We need to have more professionals trained in these practices to move the needle. Но опять же, тут вы правы, потому что нам нужно больше профессионалов, которые были бы обучены, которые могли бы профессионально участвовать в развитии наших политик, для того, чтобы мы могли сдвинуть все это и продолжать двигаться вперед. Because I hear all the time, if you remember my axis of inertia, people say, this sounds great, but we don't know how to do this. И помните, я на прошлой презентации говорил об инертности? Да? So как раз это вот об этом, когда люди говорят, ну все звучит здорово, но я не знаю вообще, как это можно применить. We need two things. We need to do a better job of training. Нам нужно две вещи сделать. Во-первых, нам нужно хорошее обучение для того, чтобы добиться правильного трудоустройства. And very importantly, mentoring so people can translate what they learned in practice. И очень важно, нужно развитие наставничества, чтобы люди могли рассказать другим, чего они добились, что они получили для себя в ходе этой практики. Thank you for your question. Спасибо за вопрос. И я хотел бы вам задать вопрос теперь. I did this yesterday, but I'm going to do it again because I want to make sure that I truly understand. I heard the question about the support staff and how to hire and train those people. Я вчера задавал вопрос, собираюсь задать сейчас, потому что хочу иметь четкое представление, что вы хотите услышать завтра. Вы задали вопрос про поддерживающий персонал, да, как они отбираются, как они обучаются и так далее. So my question is related to that. How many people in this room currently work in disability services? You have a job. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Кто из вас работает в учреждениях, агентствах, которые оказывают услуги людям с инвалидностью? Кто вот именно? Да, поднимите, пожалуйста, руки. Учреждения у нас. Different institutions that provide services to people with disabilities. Okay. Now, out of everybody that raised your hand, how many of you are licensed to do the work you do? Хорошо, из тех, кто подняли руки, кто из вас является лицензированным специалистом? У кого из вас есть лицензионные документы, которые позволяют вам выполнять ту работу, которую вы делаете? Образовательные. Well, it's like Yeah. Ну, всех. Как у всех. У нас не лицензируется это здесь. Okay, so the reason why I asked that question Подождите, я почему у вас это спрашиваю? is because in the United States we have our professionals Потому что в США у нас есть профессионалы, that are licensed staff. это лицензированные специалисты. And the licensed staff are the behavior analysts, the physical therapists, the speech pathologists, the doctors, psychiatrists. Это врачи, логопеды, психиатры, аналитики поведения и так далее. The people like me, and yes, I have an education now and I'm licensed, but that's not the point.
А есть люди такие, как я. У меня, конечно, есть образование, есть лицензия, но дело не в этом. Is that our support staff are not licensed to do the support work. Наша деятельность не требует лицензии для того, чтобы делать то, чем мы занимаемся. And so it is up to the individual agencies that provide support services to identify employees and then train them to get their skills necessary to support people with disabilities. И каждое конкретное агентство, каждое конкретное учреждение, оно само определяет, какие нужны люди, что они должны выполнять, и в соответствии с их рабочими обязанностями, чему их нужно обучить, что они должны уметь делать для того, чтобы оказывать услуги людям с инвалидностью. And so if you're here tomorrow, I am going to leave here today and go work on my presentation to show you how we do that at Outcomes. И сейчас мы с вами все разойдемся, вы пойдете по домам, я буду домой работать и готовить вам презентацию о том, каким образом этот процесс организован у нас в нашей организации Outcomes. But it's all based on the individual person that we serve. Но опять же, это всегда у нас зависит от того конкретного человека, которому мы оказываем услугу. Okay. Вот так. Thank you. By the way, here's the handbook. А вот, кстати, вот сама эта книга, о которой я Make говорила. sure you communicate with Anna and we'll get it to you. Да, пожалуйста, не забудьте связаться с Анной Валерьевной и получить книгу.